Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет реакция на новую работу Мэрилина Мэнсона. 18 октября нежданно-негаданно Мэрилин Мэнсон выпустил новый кавер. Я обожаю его каверы, это просто что-то невероятное, особенно Sweet Dreams. Он умеет делать каверы. Кавер на песню Джонни Кэша. Мэрилина Мэнсона я люблю всем сердцем, но, знаете, я не могу назвать себя прям ярым фанатом, потому что у меня из его дискографии небольшая каша в голове. Я, естественно, слушала все альбомы, но у меня нет каких-то определенных разграничений, то есть я могу назвать свои любимые треки, но никогда не скажу вам, какой у меня любимый альбом. Его два крайних альбома очень сильно отличаются от каких-то более старых работ, но я вам скажу, что эти два крайних альбома очень, я не знаю, вот слово «элегантный» прекрасно подходит, как я считаю. Элегантный, но при этом немного эпатажный. Честно скажу, что я снимаю эту реакцию буквально сразу же после выхода этого кавера, но моя учеба, скорее всего, не даст мне выпустить это вовремя. Будет чудо, если я, в принципе, смогу выпустить эту реакцию. Давайте начнем. Ой, черно-белое все будет классно. Как я обожаю вокал Мэрилина Мэнсона, господи! Трек я уже слышала, если что, но клип не видела. Ну, в его стиле, конечно. Блин, человечку уже 50 лет, а он молодец. Не знаю, мне под его песни хочется всегда какие-нибудь телодвижения делать. Ой, классный образ. Кстати, очень приближенно к оригиналу. Блин, ну клипы у Мэрилина Мэнсона все-таки просто офигенные. Вроде бы ничего особенного, так все снято. В смысле, он сам себя закопал? Ну что ж, ребята, у меня даже слов нет, потому что после просмотра клипа ты понимаешь, что, ну, это работа профессионалов. И Мэнсон прекрасно знает, что для него работает, прекрасно осознает и понимает, как ему работать с образами, какие именно образы необходимо делать. И я вам хочу сказать, что это очень зрелая работа. Его последние работы очень сильно отличаются от каких-то первых. Кто-то говорит, что это очень плохо и перестает слушать Мэнсона. Но лично мне кажется, что, ну, во-первых, дяденьке 50 лет, и, во-вторых, он приобрел такую очень элегантную форму. Он сохранил свои вот эти фирменные какие-то фишечки, он знает, как ему работать с вокалом. И то, что он сейчас выдает, это очень зрелые, полноценные, крутые работы, которые приятно слушать, приятно смотреть. Господи, я сразу вспоминаю его работы с Джонни Деппом, у меня сердечко разрывается, насколько это прекрасно. Потому что когда я увидела, что он снял клип с Джонни Деппом, у меня вообще просто... Вы бы знали мою реакцию тогда.
Но сейчас не об этом, сейчас мы все-таки говорим о кавере. Этот кавер максимально приближен к оригиналу, то есть песню как-то кардинально не поменяли. Просто Мэнсон добавил вот этой своей харизмы, своей вот этой вот вокальных фишечек, и музыкально тоже какие-то инструменты подключились. Вот у меня эта работа вызывает только улыбку и восхищение, потому что она очень элегантная. Вот это слово, оно постоянно преследует меня, когда я смотрю последние работы Мэнсона. Там нет уже, возможно, такого вызова, как было раньше, нету какого-то мощного эпатажа, но здесь есть элегантность и зрелость. И когда ты смотришь его последние крайние работы, альбомы слушаешь, ты понимаешь, что, господи, да, это Мэнсон, но он взрослый, он уже понявший жизнь, и в нем нету этого прежнего вызова, как раньше. Для кого-то это минус, но лично для меня это плюс. Клип снят в черно-белой гамме. Смотрится он великолепно. Кстати, в черно-белой гамме, мне кажется, он снят из-за лирической составляющей. Там как бы были такие моментики. Неожиданная концовка. То есть я не ожидала, что он закапывает сам себя. Мне очень понравился этот образ в перьях. Жалко, что его очень мало показали, но все смотрится дорого, богато, красиво, по-мэнсоновски. Я в восторге от этой работы и думаю, что этот кавер будет у меня еще 50 тысяч раз перекручиваться. Я совершенно забыла о Мэнсоне, очень давно не слушала его треков, и сейчас я исправлюсь, буду переслушивать какие-то старые треки и наслаждаться его музыкой, потому что он профессионал. Я его люблю, и все. Я, наверное, ничего больше не скажу по поводу клипа и песни, потому что это просто профессиональные работы, очень крутые, и тут придраться даже не к чему, как по мне. Скажу только одно, что я смотрела его лайвы, и немножко он теряет позиции касаемо вывоза вокальных партий вживую, но то, что он делает со своим голосом, как он с ним работает в записях, и в принципе это великолепно. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, напишите внизу в комментариях, понравилась ли вам эта работа, как вы вообще относитесь к Мэнсону. Спасибо за просмотр, пока!